Всем привет! Сегодня 29 сентября. Это означает, что уже завтра у меня, грубо говоря, первый день в университете. Конец. Я очень довольна, честно, мне понравилось. Итак, мое задание заключается в том, чтобы просто вот это все переписать сюда. Да, можно, так сказать, линейка будет. Я просто не знаю, как правильно это называть. Да, у нас будет встреча с директорами, там вот эта вся туса. Будут нам все рассказывать, что мы обязаны делать, что мы не обязаны делать, как у нас все там устроено, работает. Будут показывать наш кампус. Да, поэтому у меня есть несколько дел, которые я должна сегодня сделать. Самое первое, для меня, по крайней мере, самое важное, это подкрасить корни волос. Я, честно говоря, не знала, что это настолько сильно заметно. Ну да, вот мои подкрашенные волосы такие оранжеватые, красноватые. А это то, что у меня отросло, прошу заметить, за 1,5 месяца, если не ошибаюсь. Или за 2, я уже просто не помню. А также повносить в расписание предметы, которые я уже знаю, когда 100% будут, на которые я уже записалась. И я не помню, вроде бы я в прошлом видео об этом говорила, но, как ни странно, записи на практические занятия у нас в самый последний момент, а именно завтра в 9 часов вечера будут, поэтому завтра вечером я еще повписываю целую кучу других занятий, пар, поэтому будет весело и интересно. Очень сильно надеюсь, у меня получится что-нибудь подснять с завтрашнего дня, потому что хотелось даже чисто для себя на память оставить. И, может быть, да, что-то для влога. Честно, я настолько сильно боюсь, потому что для меня общаться с людьми — это прям что-то мега страшное. Вроде мой польский хорош, но как только начинаю общаться, у меня язык заплетается, слова забываются. Но я просто буду надеяться, что все будет хорошо. Я не опозорюсь в самый первый день. Да, и получается, мы там будем все вместе. А уже вот как будут выглядеть группы, и вот когда я об этом узнаю? В пятницу, да. Получается, если 1 числа, это среда, и у нас не будет занятий, мы не видимся на практических занятиях. Если я, конечно, все правильно поняла, может, мы 1 числа уже и пойдем, так что в среду я увижу полностью свою группу, а если не пойду, то только 3 числа, получается. Я вроде бы этого ждала, но я сейчас немножечко боюсь. Мой шок в школе... Ой, хотела сказать, мой шок в шоке, но получилось мой шок в школе. Но так оно и есть. Я не могу просто, вот знаете, свыкнуться с той мыслью, что все, школа закончилась, начинается университет. Нормальная такая университетская жизнь. И все намного серьезнее. Что меня осенило прямо сейчас. Как ни странно. Вот я, наверное, 2 недели назад думала, 2 недели еще остается до университета, это еще столько много времени. Остается меньше 24 часов, кстати. Я в шоке. Ладно, давайте вообще быстро сейчас расскажу, что у нас, в принципе, завтра будет. С 10 до 12 у нас такой общий сбор. Мы собираемся полностью все вместе. Я так понимаю, со всех профилей. Это так на русском называется? Короче, весь выдел собирается. Уж есть выдел, а есть керунки. Ну вот весь выдел, я так понимаю, собирается. Да, и там будет и хор, и выступления всяких профессоров, докторов, абсолютно всего на свете. Нам даже там успеют прочитать лекцию по искусственному интеллекту. Да, короче, будет все.
Так, а пока мои волосы окрашиваются, скорее всего, как кто-то уже понял, я хочу приготовить шарлотку. Мне, получается, надо, по крайней мере, как ChatGPT написал, 3 яйца, стакан сахара, это нормально вообще, стакан муки и порошок для выпечки. Я, конечно, сомневаюсь, что реально нужен стакан сахара, то есть это выходит даже по весу чуть больше, чем самой муки надо. Я в шоке. Возможно, я буду реально меньше добавлять сахара, потому что, мне кажется, это месячная доза сахара. Думаю, можно добавить еще одно яйцо. Не знаю, как это повлияет, конечно, но пусть будет, как говорится. Итак, давайте на завтра соберем сумку, потому что я уже собираюсь идти ложиться спать, потому что мне завтра вставать в 6 часов утра, чтобы заранее подготовиться, успеть за 3 часа, доехать и так далее. На завтра я возьму, думаю, такую сумку. Мне кажется, мне этого хватит, так как все, в принципе, можно записать в телефоне, а какой-то другой минималистичного нет. Мне, кстати, эту сумку вчера подарила наша знакомая, и она мне очень нравится. Ну, такая, мне очень нравится цвет, она реально супер минималистична и идеально подойдет по стилю к тому, что я буду завтра надевать. Беру я легитимацию, чтобы смочь проехать по студенческому билету, чтобы, то есть, не покупать обычный, а льготный купить. Да, и также я сюда еще положила свой проездной, на который мне надо будет положить деньги. Да, надеюсь, нам наши легитимации, именно уже университетские, завтра выдадут, выпишут, я не знаю, как это будет выглядеть. Так, это я кладу. Далее, вот такая вот расческа, но вообще самое главное для меня здесь это не сама расческа, а зеркальце. Берем ее. Да, я все так по минимуму беру. Блеск для губ. Далее ручку, не знаю для чего, но вдруг нам скажут, что надо что-то подписывать. Так, что это? Пишет, окей. Завтра я пойду с этими наушниками, потому что уже становится холодно, и чтобы грело уши заодно. Поэтому, да, наушники я не ложу. Буду надеяться, что все влезет. А я уже буду идти спать. Ох, у меня же линзы засохли на глазах. Да. Еще у меня завтра по планам заехать в Ашан, там кое-что купить. Да, я еще, кстати, думаю насчет завтра, какую мне прическу делать. Потому что просто пойти со спущенными не хочется. Хвостик, но хвостик тогда придется закалывать все это заколками. В принципе, можно завтра пойти с 2 косичками, типа как-то я раньше как заплетала. То есть начинала плести, вот так вот закручивать, далее косичка, и такая хопа получалась аккуратненькая. И заодно все волосы спрятаны, и выглядит прикольно. Ладно, посмотрим. У меня тут уже вся, кстати, кофта грязная, пошлепанная после покраски. Все идеально прокрасилось. Я не знаю, какой там цвет показать. Видите, он пока что такой темно-бордовый, я бы сказала. Но он потом немножко подсмоется, и он будет больше, я бы сказала, рыжеватый.
Итак, причесон у меня намечается вот такой вот. Раньше я брала 2 пряди и как бы их заворачивала, добавляла еще пряди, а тут я прям взяла и сделала косичку. То есть я считаю это достижением уметь заплетать какие-то прически из такой длины волос. Может, для кого-то это норма, но мне почему-то всегда это радовало. Надо будет потом, конечно, еще немножко мицелляркой себе вот тут вот пройтись, потому что где-то, знаете, краска плохо вчера стерлась, чтобы не было пятен. Сейчас уже 8:07, то есть через минут 50 мне уже надо выходить. То есть все, я быстро сейчас доплетаюсь. В принципе, у меня выходит это быстро. Одеваюсь, собираю все вещи и бегу в университет. Ровно 9. Я вышла ровно в 9. Идеально. Так вот я выгляжу. Взяла зонтик. Идет ли дождь? Вроде пока не идет. Супер. Короче, пыталась понять, как перейти через улицу. Оказывается, надо так вот спускаться, идти под мостом. Как вам такой маршрутик, а? Вышли. Нормально так прогулялись под мостом. И так надо будет каждый раз. Все, у нас все закончилось. Мне очень понравилось, но попа очень сильно болит, потому что там не самые удобные стулья, сиденья, вернее, даже. Плюс мы сидели 5 часов. Да. Всем доброе утро. Я надеюсь, вы меня нормально слышите. Микрофон работает. Да, вчера я не смогла ничего заснять, потому что мне вечером пришел мой шкаф, так как вы видите, я уже сижу вообще в другом месте. Там немножко что-то поменялось, и я вам это все чуть попозже покажу. Поэтому я вчера была очень уставшая, плюс я вечером занималась подбором одежды. Дело в том, что сейчас я еду не в университет, такая вот нарядная, прихорашиваюсь, а еду в Варшаву на примерки одежды, потому что мне ж ровно не сидится в начале учебного года в университете. Поэтому, да, я записалась на съемки в фильме. В массовке, понятное дело. Это фильм польский, называется «Ян Бо», о музыканте. Не буду вдаваться в историю, ну, короче, это биографический фильм больше такой. Про музыканта из 90-х. Ну, классно, я начала краситься, вышло солнце. С другой стороны, это красиво, с другой иметь пятно желтое на лице. Да. И на съемки вообще можно было записаться на 3 дня, но я записалась на 1, потому что только завтрашний день в выходной день. Остальные в рабочий, понятное дело, я не буду там никуда записываться. Да, сегодня у нас примерки. Сегодня, если что, пятница, съемки завтра в субботу. Сказали нам подготовить 2 сета одежды под 90-е. Типа мы там на концерте тусимся все вместе. Я так немножечко послушала песни вот этой группы, этого вот человека, про которого фильм снимают, и мне, в принципе, нравятся. Прикольненькие песни. Даже несмотря на то, что это жанр рок, там вообще, честно говоря, таким, знаете, прям роком сильно не пахнет. То есть это не такой рок, о котором я думала, только думала, сейчас какой-нибудь там разрывной будет. Нет, то есть там абсолютно спокойные песни, и причем даже очень с глубоким смыслом. То есть прям, ну, на те года, грубо говоря. Мне в лицо светит, мне очень неудобно.
Не знаю, может, так подсяду хотя бы, чтобы не было полоски на лице. Очень сильно буду надеяться, что нам не скажут макияжики смывать. Не знаю, там, волосы расписать, потому что у меня тоже в планах есть косичку сделать. А я, к слову, сейчас еду на примерки, которые будут с 9 до 12. Учеба у меня начинается в 1:15. То есть у меня будет оставаться буквально час, чтобы доехать до университета. Я не знаю, где-то раздобыть еды себе. Да, потому что если буду еще тащить с собой обед, это очень реально много будет всяких вещей. А у меня рюкзак тяжеленный и тяжеленная сумка. Я всю одежду еще уже вчера подготовила. Честно, это было достаточно сложно, потому что у меня много одежды такой максимально современной. И что-то найти было достаточно сложно. Там должен был быть стиль old school, винтаж. Я что-то придумала. Надеюсь, все будет окей. Ну, то есть, я даже маму свою просила о помощи. Мама сказала, просто бери джинсы, бери какую-нибудь базовую майку и джинсовку. У меня курточка джинсовка есть очень классная. На ней еще вышивки в виде цветов есть таких винтажных. То есть, поэтому, я думаю, это будет смотреться прикольно. И взяла конверсы, грубо говоря. На самом деле, это, не оригинал, понятное дело. Просто в Ашане когда-то покупала. Они такие, думаю, максимально подойдут. Плюс это массовка, и я не думаю, что там как-то будут сильно вдаваться в детали. А, кстати, фильм, я хотела сказать, фильм, он спонсируется Netflix. Обычный октябрь. Это же октябрь, да, обычный октябрь в Варшаве. Еду сниматься в фильме. Массовки. Учебный год начался. Так, вроде все окей выходит. Выгляжу как человек. О, не знаю, что еще рассказать. Ну, честно, вообще, я как-то не думала про то, что я буду по универу таскаться с пакетами, честно говоря. Поэтому буду таскаться с пакетами и с рюкзаком. Надеюсь, можно будет эти пакеты сдать в раздевалку, потому что у нас раздевалки там работают, знаете, по какому принципу? Ты просто приносишь вещи, тебе дают номеров. В прошлый раз, когда я приходила самый первый день, у меня приняли мой зонтик. Надеюсь, примут и пакет. Ну, там ничего такого нет, там просто одежда. Плюс это раздевалка вот закрытая, то есть там только вот человек ходит, который номерки разносит. Поэтому, по идее, все должно быть окей. Еще мне не нравится то, что у меня в расписании вписан только один предмет, а не все 3. Я не понимаю, почему это так. Ой, вредно будет сегодня у однокурсников поспрашивать, у них так же или нет. В таком случае идти разбираться в кабинет, там не знаю, как это назвать, техподдержки нашего приложения и спрашивать, почему у меня нет остальных предметов. Еще надо будет зайти, взять бумажку о том, что я являюсь ученицей, студенткой этого университета в деканат. Короче, дел на сегодня хватает. Надо будет сразу, кстати, глянуть, до скольки деканат работает, потому что учеба у меня до 6 будет. То есть, да, я сейчас ухожу из дома, я возвращаюсь только в 7:30 домой. Завтра опять съемки. Кстати, за примерки нам тоже платить будут, как и за съемки. За съемки вроде бы 120 злотых, а за примерки 60 злотых. Примерки у нас будут длиться 3 часа, с 9 до 12. Да, как-то вот так вот. Посмотрю, как это все работает. Ну, прикольно, я думаю. Просто даже посмотреть, как это все работает, выглядит изнутри, грубо говоря. Ладно, так, мне надо бежать есть, потому что мне вообще через 15 минут уже выходить, так что... Итак, мы закончили буквально за 20 минут. Я пришла, я была четвертая тоже пошла мерить, а вернее, если по девочкам смотреть, то я пошла вообще все мерить вторая, так что зря я тащила все это с собой школьное, одевалась красиво для университета, то есть да, мы там с 9 до 12 не сидели, к счастью, да, ничего мне смывать не надо было, просто оделась.
Из тех вещей, что я принесла, подошло все, кроме штанов. Я приносила джинсы такие более широкие и больше такие леггинсы, они не подошли. И мне поэтому просто дали простую миди-юбку джинсовую длинную. Все остальные вещи я там оставила, поэтому у меня остался вот небольшой пакетик. Сейчас стою тут уже на остановке. Автобус жду, буду ехать домой. Конечно, много потрачу времени на дорогу, но заеду домой, все это оставлю без проблем. Да. Я потратила сейчас немножечко времени, немножечко вот разложила кое-какие вещи. Это не все. Ну так, слегка пока пораскладывала, пока было время. И, собственно, да, вот этот шкаф. Мне очень нравится это зеркало, оно прям так вот во весь рост. Ладно, сейчас уже буду выходить, потому что времени нет. Помните, недавно шла, и мне надо было идти под мостом. Решила найти новый путь. Тут то же самое. Но, по крайней мере, здесь есть освещение. И все не настолько страшно, как могло бы быть. Поэтому, как вариант, есть еще этот путь. У меня сейчас закончилась уже первая пара, и я хочу сходить в деканат, взять бумажку о том, что я являюсь студенткой здесь. И мне сейчас надо деканат найти. Здесь пока никого нет. Где я иду? Такое ощущение, будто зашла туда, где меня не должно быть. Окей. Где я? Тут просто коридор такой закругленный. Хотя тут деканат на этом этаже, вот где-то здесь должен быть. Будем искать. Короче, я посмотрела, оказывается, он сегодня не работает. Я его нашла, но он не работает. Надо будет им писать. Либо идти в понедельник. А мне документ надо. Ладно. Просто пусто. Все поуходили. И мы тоже уходим. Конец. Я очень довольна, честно, мне понравилось. Сначала боялась, но нас на психологии, именно на паре по психологии, преподаватель разболтал, поэтому я много с кем пообщалась, и, в принципе, было очень классно. И, возможно, я не такой уж и интроверт, хотя руки дрожали. Пока я иду до остановки, я, наверное, вам вкратце расскажу, что у меня сегодня было. Было у меня сегодня всего лишь 3 пары. Первая пара вот эта была, это подставы права в бездаче. Там мы буквально поговорили, что такое организация, что такое фирма, что может быть организацией, что может быть фирмой. То есть так вкратце чуть-чуть. Понятное дело, нас вели базовые вещи, нам все рассказали про это. На психологии нам, понятное дело, рассказали тоже базу. То есть, как у нас будет выглядеть зачет. И вот, как я уже говорила, мы знакомились все друг с другом. Очень понравился преподаватель, такой спокойный. Да. И на информатике нам тоже, опять же, рассказали базовые вещи, какие будут тесты, почем. Вообще, думаю, информатика это будет самый лайтовый предмет. Я думаю. И делали 2 задания. Мне, конечно, второе надо будет доделать дома, потому что я немножечко не успеваю.
Поэтому я сейчас приду и, возможно, буду его доделать, потому что мне там осталось, ну, пару слов дописать. И мне тоже там очень нравится преподавательница, будем их так называть. Тоже классно. Мне, в принципе, все преподаватели очень понравились, и отправа тоже. Все, я приехала уже на съемки. К сожалению, сегодня не смогу снимать, потому что в договоре было написано, что я не могу ничего снимать. И утром так ничего не сняла, потому что собиралась. Вот. Сейчас мы переоденемся и потом поедем в студию, где уже будем снимать саму сцену. Думаю, это будет долго, часов 6. Неплохо. Некоторых похуже. Как помните, меня аж накрутили. Я сейчас смотрю на свои волосы, я понимаю, они не доживут до начала съемок. Прямые волосы. Все, я сейчас иду. Могла бы поехать на автобусе, но у меня автобус ждать 40 минут, поэтому сейчас буду выходить на главную улицу, на Пулавскую. Там уже на трамвае как-то доезжать. На то место, где меня заберет мама. У меня голова вообще не работает. Сейчас 8 часов вечера. Мы, получается, сколько проработали? 13 часов. 20 минус 7. 13 часов даже. Я больше на такое не соглашусь. Было весело. Я рада, что именно этот проект, этот фильм был, потому что было реально очень весело, классно. Это, в принципе, все, что сейчас могу насчет этого сказать. Итак, всем привет. Сегодня у меня уже воскресенье. Я отоспалась, чувствую себя прекрасно. Поэтому сейчас время вам рассказать, что вчера, в принципе, было и почему я сказала, что я больше на такие мероприятия не соглашусь и не пойду на них. Да, давайте по порядочку. Записали меня на группу на 7 утра. То есть мне надо было в 7 утра появиться у них в гардеробной. Я, к слову, живу в часе, даже чуть больше езды от них. Но мне очень сильно в этом плане помогла мама, поэтому нам ехать надо было всего лишь полчаса вроде бы, либо 20 минут, ну, 20-30 минут вроде бы как. То есть, да, понимаете разницу, ехать на автобусах, трамваях и на машине. Поэтому, да, в 5 утра мне не пришлось вставать, я встала в 5:30, потому что мне надо было подготовиться, взять с собой еду, потому что я не знала, будут ли нас кормить или мне с собой везти. Но, как оказалось, да, нас кормили один раз. Я туда приехала, и, к счастью, я приехала одна из первых, благодаря чему я очень быстро оделась, но не делали прическу, поэтому на общие сборы у меня ушел час там. Да, изначально я думала, дома заплету себе 2 косички, все будет супер. Но хорошо, что я их не заплетала, потому что, как я уже сказала, мне сделали волны, которые у меня распались уже спустя пару часов. Хотя мне прям их залили лаком. Так, конкретно залили лаком. Так, дальше что было? Так, нас посадили в автобус. Я не поехала со своей группой, которая должна была... которая выезжала раньше. Она выезжала вроде бы в 8:30, да, то есть даже 1,5 часа у меня ушло. Нам сказали ждать полчаса. Я поехала в 9. В 9:30 мы уже были на самой территории, где у нас проходили съемки. Съемки у нас происходили на съемочной площадке в большом помещении, поэтому окей. Всего нас было где-то человек 350, мне кажется, так вот примерно. Или кто-то говорил, я не помню. Скажем, что 350 человек. И что меня поразило, то, что на 350 человек у нас было только 2 туалета. Один мужской и один женский. Но очень быстро мужской туалет стал женским. Вернее, и мужским, и женским, а женский только женским. То есть, да, девушек было больше, и всем там уже было без разницы, кто в какой туалет идет, просто... И да, вот так вот на обеденном перерыве, к слову, я простояла вроде даже 40 минут. Прикиньте, на холоде. Я не помню, сколько было, 10 градусов. Да, я как-то, только куртку сверху накинула, у меня такая была, как она называется, джинсовка. И все. Майка, джинсовка. Я в 10 градусов 40 минут стою, жду в очереди в туалет.
Да, то есть в плане этом как-то они это не организовали сильно хорошо. Как я уже сказала, нас кормили, у нас был завтрак где-то в часов 11. К слову, у нас, кстати, начались съемки, наверное, только в 12. Или в час, в 12, вот, в 12. Я помню, вроде маме в 11 писала, что, типа, мы еще сидим, ждем, пока всех остальных людей привезут. То есть с 12 до 4 у нас были съемки, и все эти 4 часа мы не могли даже нигде присесть, потому что мы снимали сцену концерта, и, то есть там все, там просто пустой зал, сцена, да, поэтому ноги очень сильно болели. Потом нет, с 12 до 3 мы это снимали, а вот с 3 до 4 у нас был перерыв. Нас там покормили супом. А на завтрак у нас просто был обычный бутерброд, и можно было делать там кофе, чай. Ну, в этом плане хорошо было. Суп, кстати, был вообще бомбезный, я вам отвечу. Он был с мяском. Да. Но, кстати, что меня сейчас немножечко смущает, это то, что когда предлагали бутерброды, не только сейчас, кстати, это пришло в голову, предлагали веганские и предлагали с мясом. Но при этом суп был полностью с мясом. То есть, грубо говоря, даже если были веганы, вегетарианцы, я не знаю, есть ли какая-то разница между этими людьми, то, ну да, они суп не могли есть, потому что суп буквально был мясной. И потом, получается, с 4 до 8 вечера мы опять снимали, и опять 4 часа на ногах. И самое интересное то, что мы все это время снимали одно и то же. То есть, не знаю, мне кажется, в фильме это займет буквально 3 минуты или 5 всего из всего фильма. Просто дело в том, что это все снимали, во-первых, по несколько раз, и во-вторых, с разных ракурсов. У нас снова вышло солнце, мне пришлось сдвинуться. Так, и в-третьих, нас снимали перед самой сценой, в самом конце помещения и посередине помещения. То есть, чтобы нас, грубо говоря, Ctrl-X, Ctrl-V сделать. И да, это все по несколько раз. Поэтому теперь прихожу к части, почему я сказала, что я больше в таких мероприятиях участвовать не буду. Если вы хотите чисто для, не знаю, развлечься, грубо говоря, с друзьями, что-то новое попробовать, и за это еще и деньги получить, супер, вообще, вот, и если у вас есть время, выбирайте 100%, если вы готовы и хотите. Но если у вас нет на это времени, не знаю, реально хотите заработать на этом, то, грубо говоря, этого на один раз хватит, и эмоций будет выше крыши. Правда. Заплатили мне за день примерки 60 злотых, а за день съемок 120 злотых. Если рассчитывать, грубо говоря, выплату по часам, вот если вы мне реально за эти 13 часов заплатили, как вот, не знаю, там должны на работе, вроде бы что-то я подсчитала, выходило 390 злотых. Так, подождите, дайте я посчитаю. 390, да? 30 умножить на 13 часов. Да, 390 злотых вообще должно было быть. А мне, выплатили 120. То есть это уже в 2 раза, в 3 раза меньше. Ну, да. Потому что цена она фиксированная, и опять же непонятно, сколько вы там пробудете. Не знаю, съемки могут продлиться 4 часа. Они могут продлиться, как у меня было, 13 часов. Но вам все равно заплатят одну вот эту вот фиксированную сумму. И вы будете делать одно и то же. Потому что снимают одну и ту же сцену, просто с разных ракурсов. И вам надо каждый раз быть в одном и том же положении. Чтобы, знаете, в кадре, если вдруг вы попадете, не выглядит так, что так, этот человек есть в этом кадре, ну как он может быть, грубо говоря, здесь, если он там, на другом кадре вообще в конце там где-то там был. Понятное дело, за этим сильно как-то строго не следят, но все равно. Но на один раз мне реально хватило, мне нравится. А сейчас уже вернемся, давайте, к теме университета, потому что изначально это видео как бы о первых днях в университете. Мне сейчас поприходили всякие письма, и, оказывается, меня добавили в группу в кампусе. Кампус — это такая платформа, что-то наподобие Google класса, только там еще можно прям по разделам выкладывать, допустим, не знаю, презентации, видеоролики,
Нам даже один преподаватель выложил уже всякие подкасты, связанные с материалом, который мы проходим, а также добавил тесты, которые мы можем проходить, чтобы себя проверить, что очень классно. И вроде бы этот же преподаватель нам даже книжку PDF-файле оставил, по которому мы будем заниматься, что очень реально классно, потому что по предмету права в экономике, то не в экономике, а право в бизнесе, мне пришлось заказывать книжку, потому что мне хотелось бы, чтобы она у меня была своя. Надеюсь, не выйдет так, что он тут сейчас ее выложит, нам скажет, пользуйтесь, а я, знаете, ее уже купила, заказала. Но в этом плане немножечко была умная, и я ее заказала в интернет-магазине, грубо говоря, поддерживаю, грубо говоря, в секонд-хенде. И поэтому она вместо 63 злотых стоила мне 23 злотых всего лишь. То есть на целых 40 злотых дешевле, почти в 3 раза. И даже если нам выложат, пусть она у меня будет, просто буду в ней писать, не знаю, что-то помечать. Либо же, не знаю, может, оставлю ее, не буду трогать. И, опять же, перепродам ее снова. Также нас добавили в группу по математике и по праву тоже. Все, это пока что единственная группа, где нас добавили. Нам еще прислали с микроэкономикой презентации на первые занятия, вернее, на первую лекцию. Потому что почему-то нас, не знаю, преподаватель не может пока что добавить в кампусе. Так, уже у меня, кстати, появились домашки какие. Вернее, не то, что это домашки, по информатике я не успела сделать на практическом занятии одно упражнение, поэтому я сейчас его буду доделывать сама здесь, из дома. Хоть мы это все делаем на наших компьютерах в университете, у нас есть возможность, как я когда-то в каком-то видео рассказывала, грубо говоря, из дома зайти в университетский компьютер. И также мне надо сделать задание по английскому языку. Мне не то, что прям надо делать, но я хочу немножечко заранее подготовиться. Дело в том, что надо принести какую-нибудь вещь, связанную с твоим хобби, и об этом рассказать, об этой вещи. Я долго думала, и я думаю, я возьму мои самые первые рабочие тетради по изучению иностранных языков. Там по корейскому возьму и по японскому. Если у меня вообще что-то с японского осталось... Слушайте, вроде бы из японского я вырвала листы. Значит, наверное, только корейский потащу. Самые вот первые свои тетради. И вот об этом мне надо будет рассказать. Не помню, у меня вроде по китайскому... Нет, у меня по китайскому ничего нету, только по корейскому. Да, значит, я принесу вот этот корейский. И мне сейчас надо что-то придумать, что я там буду рассказывать. Окей, я понимаю, нас сколько? 20 или 18 человек. Но все равно, знаете, как-то... Надо хотя бы что-то поговорить, порассказывать хотя бы 5 минут. Что, честно, я не знаю. Наверное, что-то про хобби, вот, самое основное расскажу. И, наверное, может, как я это хочу использовать в будущем. Чисто, чтобы, знаете, воды налить, время растянуть. И да, мне это надо сделать сейчас, сегодня, потому что это занятие у нас во вторник. Да, а в понедельник у меня уже времени на это все не будет, потому что у меня так расписание в понедельник выглядит, что я в 8, вернее, в 6 утра даже встаю, чтобы на 8 идти в университет до 4 с чем-то. У меня пары основные. И потом в 6:15, вроде бы и до 8 вечера, у меня пары по польскому языку. И то есть, да, я домой вернусь где-то часов 9-10. Ну, может, 9:30 вернусь. То есть времени у меня вообще не будет. Итак, мое задание заключается в том, чтобы просто вот это вот все переписать сюда, в World, и чтобы это все вот выглядело точно так же, как на... Короче, на этой фотографии полностью вот это написать, табличку сделать, свое имя. Только, конечно, не знаю, что это за шрифт, но окей, разберемся. Мне вот буквально осталось
Ой, тут немножко оно глючит, потому что это университетская система. Вот сюда вот переписать вот это вот, и все будет сделано. Делала домашку, сейчас буду ехать в сторону дома. Я задержалась в общей сумме где-то на 1,5 часа, потому что задание оказалось намного сложнее, то есть там надо было подумать, но я его сделала на 100%. Далее я просто раскидывала свои конспекты, загружала, чтобы они у меня остались где надо. Ну да, и сейчас еще заеду в Фицей, потому что мне надо купить провод для айфона, чтобы его с собой носить. Я не туда пошла. Я запуталась, где куда идти. Как-то все сложно. О, нашла. И, наконец, с этого влога я бы хотела добавить таких несколько слов о том, как, в принципе, мне учеба началась. Если говорить так в общем, изначально я, честно говоря, очень сильно переживала. И была такая немножечко паника. Но уже так со временем, честно, я походила, я поняла, что ничего, в принципе, страшного нет, все окей, и я уже не так сильно паникую. Потому что, честно говоря, в первые дни, утром, вот когда я выходила из дома, я выходила и просто шла и плакала. Я не знаю почему, мне просто хотелось очень сильно плакать, как-то было страшно, за что будет. Уже думала о экзаменах, до которых еще далеко. Поэтому, да, сейчас чувствую себя нормально, мне очень сильно нравится.